Почти весь год все заняты работой. Кто-то трудится в офисе, магазине или на заводе. День за днем люди живут по привычному графику, ожидая того мгновения, когда можно будет поехать в долгожданный отпуск. Обычно раз в году многие отправляются в путешествие. Одни выбирают жаркие страны Азии, другие – экзотическую Африку, а кто-то страны в новом свете. Казалось бы, вот он долгожданный отпуск, пляж, море, экзотические фрукты и знакомство с новыми культурами. Но вместе с райскими видами может прийти и неожиданная угроза. Практически на всех континентах обитают смертельно опасные ядовитые змеи, и особенно в тропических странах. Представьте, вы приехали на райский берег Филиппин. Солнце, белый песок и лазурная вода – все кажется идеальным. Но неожиданная встреча с коброй, на которую вы случайно наступили или приблизились к ее логову в местных джунглях около водопада, может обернуться для вас настоящим кошмаром или даже смертью. Давайте перенесемся в Азию. В этом регионе обитает огромное количество ядовитых змей, многие из которых смертельно опасны для человека. Вот 5 самых ядовитых, о которых стоит знать, если вы едете на отдых, особенно в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Королевская кобра. Всем нам известная королева джунглей, обитающая в Индии, Таиланде, на Филиппинах и в Индонезии. Это самая длинная ядовитая змея в мире. Она вырастает до 5 метров. Ее яд поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхания. При укусе рекомендуется сохранять неподвижность и срочно вызывать скорую помощь. Необходимо введение специфического противоядия. Малайский крайт. Обитает в Таиланде, Малайзии, Камбодже и Вьетнаме. Это одна из самых ядовитых змей мира. Рептилия активна ночью и часто забирается в жилые дома. При укусе необходимо срочно вызвать скорую помощь и не двигать пораженной конечностью. Без противоядия смертность крайне высока. Белогубая куфия или храмовая гадюка. Обитает в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде, Лаосе и Южном Китае. Это небольшая, но очень агрессивная змея. Ее яд разрушает ткани и вызывает сильные внутренние кровотечения. При укусе пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу. Морские змеи живут в теплых водах Индийского и Тихого океанов, особенно у берегов Филиппин и Индонезии. Их яд в десятки раз сильнее яда кобры, однако нападают они, к счастью, редко. Опасность возникает при случайном контакте во время купания, дайвинга или серфинга. При укусе следует немедленно выйти из воды, избегать лишних движений и срочно обратиться за медицинской помощью, ведь время решает все. Индийская кобра. Встречается в Индии, Шри-Ланке, Пакистане и Бангладеш. Эта красивая змея – символ индийской культуры и одна из самых известных ядовитых змей мира. Ее яд вызывает паралич дыхания. При укусе необходимо как можно быстрее обратиться к врачам, так как без противоядия шансы на выживание минимальны. Но есть и хорошие новости. В странах Азии ядовитые змеи в основном боятся людей и редко нападают первыми. Большинство трагедий происходит из-за случайного контакта, когда человек случайно наступил на змею, потревожил ее или просто не заметил. Если Азия поражает своим разнообразием змей, то Африка славится их свирепостью и скоростью. Здесь встречаются рептилии, которых опасаются не только туристы и местные жители, но даже африканские слоны и бегемоты. Переносимся в Африку. Легендарная черная мамба обитает в Южной и Восточной Африке, от Кении до ЮАР. Это самая быстрая змея в мире и одна из самых смертельно опасных. Ее яд поражает нервную систему и способен убить человека за несколько часов. Плохая новость в том, что укус черной мамбы часто сопровождается серией атак. При укусе эксперты рекомендуют сохранять неподвижность и как можно быстрее обратиться к врачу. Без противоядия шанс выжить минимален. Пуфадер или шумящая гадюка встречается практически во всей Африке, кроме пустыни Сахары и влажных тропических лесов. Несмотря на медлительность, именно эта змея чаще всего кусает людей на континенте.
Ее яд разрушает ткани, вызывает обширные некрозы и сильнейшие боли. При укусе необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Эксперты советуют переместиться в безопасное место, сохранять спокойствие и оставаться неподвижным до приезда врачей. Египетская кобра обитает в Египте, Ливии, Тунисе и Алжире, то есть практически по всей Северной Африке. Эта змея – символ древнеегипетских фараонов. Ее яд парализует дыхательные мышцы, и смерть может наступить очень быстро. При укусе пострадавшего следует как можно скорее доставить в больницу. Африка привлекает туристов сафари, саваннами и древними тайнами. Но вместе с этим здесь скрываются опасные змеи, ревностно охраняющие свою территорию. Главное, что стоит помнить, они не охотятся за людьми, а нападают только тогда, когда чувствуют угрозу. Новый Свет, от густых джунглей Амазонки до сухих пустынь Мексики и юга США – это дом для множества разных змей. Здесь встречаются знаменитые гремучники, агрессивные коралловые змеи и скрытные бушмейстеры. Переносимся на американские континенты. Гремучая змея обитает в Мексике, США и на юге Канады. Самые опасные представители – техасская и алмазная гремучие змеи. Их яд вызывает сильные внутренние кровотечения, разрушение тканей и шок у человека. Перед атакой змея сперва предупреждает характерным трещанием хвоста. При укусе необходимо сохранять спокойствие, не двигать конечностью и срочно вызвать скорую помощь. Нельзя накладывать жгут, лучше использовать давящую, но не тугую повязку. Коралловая змея обитает на юге США, в Мексике и Центральной Америке. Ее яркая окраска, красные, желтые и черные кольца сразу бросается в глаза. Яд коралловой змеи поражает нервную систему и приводит к параличу дыхания. Особая опасность в том, что укусы часто безболезненные, и человек не сразу понимает угрозу. При укусе нужно срочно обратиться в больницу. Только противоядие может спасти жизнь. Самостоятельные методы здесь бесполезны. Бушмейстер обитает в Бразилии, Венесуэле и Перу. Это самая крупная ядовитая змея Южной Америки. Ее яд вызывает массивные кровотечения и тяжелое поражение внутренних органов. При укусе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Без противоядия смертность крайне высока. Фер-де-Ланс. Эта змея обитает в Центральной Америке и на севере Южной Америки. Она одна из самых агрессивных змей американского континента. Ее яд разрушает ткани, приводит к некрозу и сильным кровотечениям. Именно эта змея чаще всего становится причиной смертельных случаев среди туристов в регионе. При укусе пострадавшего нужно срочно доставить в больницу. Чем быстрее введут противоядие, тем выше шанс сохранить жизнь и конечность. Каскавелла, южноамериканская гремучая змея, обитает в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Ее яд сочетает нейротоксическое и гемотоксическое действие, что делает укус особенно опасным. При укусе необходимо срочно вызвать медицинскую помощь и максимально ограничить движение, чтобы замедлить распространение яда. К счастью, в Северной и Южной Америке ядовитые змеи не охотятся на людей специально. Но случайный шаг в кустарнике рядом с тропинкой или прогулка по местному лесу могут закончиться трагедией. Далекая Австралия. Это не только кенгуру и классные пляжи для серфинга, но и настоящая столица самых ядовитых змей. Здесь живут виды, укусы которых по праву считаются одними из самых смертельно опасных в мире. Прибрежный тайпан обитает на северо-востоке Австралии и считается одной из самых ядовитых змей планеты. Его яд – мощнейший нейротоксин, который парализует дыхательную систему и сердце. Без медицинской помощи смерть может наступить в течение часа. При укусе необходимо срочно вызвать скорую помощь и ни в коем случае не двигаться самостоятельно до приезда врачей. Жестокая змея обитает в засушливых районах Центральной Австралии. Ее яд – один из самых сильных на Земле.
Всего нескольких миллиграммов достаточно, чтобы убить десятки людей. К счастью, эта змея встречается редко и старается избегать контакта с человеком. При укусе применяются те же меры, что и при укусе прибрежного тайпана: немедленная медицинская помощь и максимальное ограничение движений. Сетчатая коричневая змея обитает в восточных и южных регионах Австралии, включая пригороды Сиднея и Мельбурна. Это еще одна из самых опасных змей континента. Она отличается агрессивным характером и нередко встречается рядом с людьми. Ее яд сочетает нейротоксические и генотоксические свойства. Он парализует дыхание и вызывает кровоизлияние. При укусе необходимо сохранять неподвижность и как можно быстрее вызвать скорую помощь. Австралия находится очень далеко, и не так много туристов едут туда в отпуск. Для многих она кажется похожей на США, но с оттенком британской культуры. Однако именно здесь, на родине кенгуру, природа напоминает о себе особенно сурово. Тайпаны и коричневые змеи редко нападают первыми, но неожиданная встреча с ними может стоить жизни.